Невероятно сильные, находчивые, а порой и вспыльчивые создания. Связываться с ними не всегда рискуют даже волки, но морозы и обильные снегопады могут быть куда страшнее хищников, и этим копытным нужно приложить максимум усилий, чтобы справиться с опасной стихией. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и сегодня мы познакомимся поближе с зимней жизнью кабанов. Зима становится тяжелым испытанием для всех копытных. Чем больше снега, тем сложнее животным, и кабаны не являются исключением. Тяжелые копыта совсем не держат зверя на снегу, а относительно короткие ноги делают перемещение по снежному одеялу настоящим испытанием. Особенно в конце зимы и ранней весной, когда толщина снега становится максимальной. В этом случае кабану приходится всем своим телом прокладывать дорогу, на что расходуется невероятное количество энергии, которое зимой становится на вес золота. К счастью, пробирается зверь не просто так. Видимо, отдаленные запахи подсказывают, что находка с лихвой покроет затраченные усилия. Обоняние в это время года становится настоящим спасением, ведь аппетитное лакомство кабан чует даже под толстым слоем снега. Жесткий пятачок с легкостью справляется не только со снегом, но и с промерзшей землей, где скрываются питательные коренья. В холодное время года обмен веществ кабана замедляется, и даже подрастающие особи почти перестают прибавлять в размерах. Экономия жировых запасов позволяет пережить самые тяжелые времена, и чтобы не расходовать силы понапрасну, кабаны выбирают места с меньшим количеством снега, а также пользуются постоянными тропами, что особенно актуально при нахождении в стаде. Матерым самцам, которые разгуливают в одиночку, в этом плане куда сложнее. Зато найденная добыча полностью в их распоряжении, чем не могут похвастаться путешествующие вместе самки и молодые особи, ведь пища мгновенно привлекает всех, кто неподалеку. Кабаны довольно осторожные, но в то же время вспыльчивые животные, и в первую очередь это касается отношения к себе подобным. Копытные постоянно устраивают поединки, чтобы занять более высокое положение в группе. И если дело касается добычи, драки точно не избежать. Схватки могут быть шуточными, но зимой все настолько серьезно, что взрослые особи могут запросто ранить младших, ведь в стаде действует правило «кто крупнее и сильнее, тот и прав». Иногда полученные травмы могут стать фатальными, и в этой ситуации волку-одиночке повезло найти не пережившего зиму кабана первым. Кроме того, начало зимы – самый разгар брачного периода. В это время матерые самцы следуют за стадом, и в случае появления конкурентов пытаются прогнать их всеми силами. Когда внушительные размеры не имеют эффекта, начинается поединок, в ходе которого кабаны испытывают друг друга на прочность. Предпочитая сталкиваться лоб в лоб, самцы всеми силами пытаются избежать острых клыков врага, которые могут нанести опасные рваные раны. Наконец, чувствуя превосходство соперника, поверженный зверь уходит, а победитель оставляет метки, чтобы закрепить владение за собой. Помимо холодов и проблем с пропитанием, зимой особенно опасными становятся хищники. Используя чужие тропы, волки без особых усилий находят отдыхающих кабанов. Этих сплоченных и выносливых хищников не пугает снег, ведь они отлично знают, что потенциальная добыча испытывает не меньшие трудности, поэтому часто погоня не затягивается, и итог для кабана может стать плачевным. В голодные времена от зверя остаются лишь клочки шерсти. Все, с чем могут справиться крепкие зубы, отправляется в желудок хищников. Но ситуация может измениться, когда кабаны понимают, что бегство не лучшее решение. Во время опасности вечно конфликтующие животные готовы сплотиться, чтобы дать охотникам отпор. И не желающие ввязываться в неравный бой, волки стремительно отступают.
Нападая, хищники ждут от добычи бегства, но когда поведение жертвы становится необычным, ситуация может измениться до неузнаваемости. Огромный секач в размерах почти не уступает молодому медведю, и хотя встреча их зимой маловероятна, в этом случае кабан не растерялся, показав хозяину леса, кто здесь главный. Одинокий кабан без всякого сомнения привлечет внимание голодного амурского тигра, размеры которого позволяют усмирить самую крупную добычу. Но задача для хищника осложняется тем, что кабан использует обоняние не только для поиска пищи, но и для защиты от врагов. Уши также всегда включены в работу, и даже замаскированная цель зачастую издалека замечается бдительным копытным. Большая кошка не приспособлена к длинным забегам, поэтому даже не самый быстрый кабан имеет немало шансов вовремя покинуть опасную зону. Зимой оставаться на открытых участках опасно. Чтобы избежать встречи с хищниками и спрятаться от пронизывающих ветров, животные тщательно выбирают зимние дома. Это могут быть густые заросли или кустарники, где кабаны чувствуют себя в безопасности. Конечно, они бывают активны днем, но в основном это ночные животные, ведь в темное время суток меньше шансов встретить незваных гостей. Кабаны довольно морозоустойчивые животные. К зиме их мех становится более густым и длинным, что позволяет переносить сильные морозы и спать прямо в снегу, что создает дополнительную защиту от холода. Но и здесь на помощь приходит взаимовыручка. Чтобы не терять лишнее тепло, кабаны предпочитают спать бок о бок друг с другом, что неплохо экономит драгоценную энергию. В тяжелые времена кабаны не прочь перекусить корой и даже ветвями деревьев, но чувствительный нос улавливает не только растительную пищу. Особым деликатесом становятся туши животных, не переживших тяжелые времена. Богатый калориями трофей за считанные минуты разрывается на части, и всеядность кабанов во многом облегчает им жизнь. Тем не менее, несмотря на высокую приспособленность, не всем суждено дожить до весны. Лишь наиболее сильные, выносливые и находчивые имеют все шансы справиться с невзгодами стихии и продолжить жизненный путь. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!